forgetting how it feels still to miss your lips and ease your mind. And I keep running out of reason to give you love and call you mine. Dun da da dun da da da. To miss your lips and ease your mind. Singing dun da da dun da da da. To give you love and call you mine. Dun da da dun da da da. To miss your lips and ease your mind. Singing dun da da dun da da da. To give you love and call you mine. Dun da da dun da 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 da. Dun da da dun da 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 da. Dun da da dun da 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 da. Dun da da dun da da Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем ролике у нас новинка 2023 года. Этот автомобиль у нас не продается официально в России. И единственная компания, которая завезла данный автомобиль, называется Car China Buyer. Сейчас вы можете увидеть на своем экране ссылочки на телеграм-канал и группу в WhatsApp, на котором вы можете посмотреть ассортимент данной компании. Также номер телефона для связи, если вы хотите приобрести такой автомобиль, и узнать его стоимость вы можете также в объявлении, в описании и закрепленном комментарии на Авито. Так что давайте мы сделаем небольшую загадочную загадку по стоимости данного автомобиля, сравним Geely Coolray 2020 года и, как я уже сказал, новинку от Geely Bingwei Cool. Ну, соответственно, третье поколение Geely Coolray рестайлинг. Очень интересная новинка. Автомобиль 2022 года, конец 2022 года. И я думаю, компания Geely официально будет продавать данный автомобиль только к 2024 году. И то не факт. Самое главное, что эти автомобили уже сейчас доступны к покупке. Не нужно ничего ждать. И в ассортименте есть два автомобиля. Вам не нужно его ждать и заказывать. И можете купить данный автомобиль вместе с полным пакетом документов, в том числе СБКТС. По комплектации у этого автомобиля мы сейчас будем с вами вместе разбираться. В моем автомобиле комплектация флагшип, а здесь комплектация предмаксимальная. Неизвестно, какая будет комплектация в автомобиле для российского рынка, но мы можем увидеть, что здесь идет обычный люк, а не панорамная крыша и немножко другие опции в данном автомобиле. Но опять же, это предмаксимальная комплектация для Китая. Итак, друзья, мой автомобиль 2020 года имеет 3 цилиндра, 150 лошадиных сил для российского рынка, 177 сил для Беларуси и Казахстана, ну и, конечно же, Китая, и 7-ступенчатый робот. Также мы имеем аккумулятор на 60 ампер-часов китайского производства. Здесь же ситуация поменялась. У нас стоит точно такой же аккумулятор, немножко другая модернизация, фирма LeOch на 60 ампер-часов. Воздушный фильтр точно такой же. Блок Bosch разместили справа, точно так же, как и в дорестовой версии. Предохранители точно так же расположены. Ну и, конечно же, сам двигатель. Мы видим красный антифриз, лючок омывайки, наверное, на 2 литра, но это надо уточнять. Итак, декоративную крышку мы сняли, она твердая, имеется вибро- и звукоизоляция. И самое главное, такой же, точнее, измененный двигатель. Теперь он имеет 4 цилиндра, в отличие от Geely Coolray первого поколения, в котором было 3 цилиндра, но объем одинаковый, 1,5
литра. Данный автомобиль развивает 181 лошадиную силу, имеет 290 крутящего момента, в отличие от Geely Coolray первого поколения, который имеет 255 ньютонов-метра крутящего момента. По подвеске автомобиль в принципе не поменялся, но мы в этом видео посмотрим, насколько все-таки поменялась ситуация. 7-ступенчатый робот в обоих автомобилях, разгон до сотни за 7,6 секунды в новом Coolray и 8,4 в стоковом российском. Но опять же, друзья, это все условности китайские, а по факту расход топлива у Coolray российского 6,4 литра, у данного китайского 5,8. Дорожный просвет мы проверили, и он составляет 195 миллиметров до декоративной, до пластиковой защиты. У Coolray первого поколения 160 миллиметров до металлической защиты, я тоже также замерял. Ну и в целом, наконец-то же у нас появился более надежный агрегат с 4 цилиндрами, который все ждали. Компания Geely сотрудничает с Shell и заливает масло от бренда Shell. Очень интересно, конечно же, вязкость, какую заливают в данный автомобиль. Но опять же напомню, что поначалу рекомендовали 5W40 как альтернативу 0W20, но сейчас опять все поменялось, и Geely рекомендует для наших условий заливать только масло с вязкостью 0W20, допуском Volvo, и, соответственно, конечно же, более качественно, и заправлять 95-м бензином. По габаритам данные автомобили полностью идентичны, кроме одного показателя. Это длина. Coolray рестайлинговый, третий, на 50 миллиметров длиннее. Ну, за счет своего, конечно же, дизайна. Также у нас поменялась грузоподъемность. У Coolray грузоподъемность была 300 килограмм первого поколения. В новом же Coolray 375 килограмм. И это, друзья, намного больше даже, чем в Geely Tugela. А сейчас, друзья, давайте мы проверим оцинковку в новом поколении Geely Coolray. Напоминаю, что у Geely Coolray первого поколения капот полностью не оцинкованный, имеет просто катафорезный грунт. И давайте сейчас мы проверим данный Geely Coolray. Капот, внутренняя часть оцинкована 50 микрон. Стаканы не оцинкованы. Петля оцинкована. Молодцы китайцы. Так, капот 88 микрон с нижней части, 80 микрон самой, 80 микрон 7,6 торец. В принципе, такая зона риска по низкому лакокрасочному покрытию, но потом лакокрасочное покрытие у нас увеличивается вплоть до 120 микрон, и капот у нас полностью оцинкованный. Вы сейчас в левом углу можете увидеть надпись цинк, поэтому в принципе бронепленку не нужно клеить. Также мы можем увидеть, что появились декоративные элементы. Напишите в комментариях, зачем нужен такой декоративный элемент, но скорее всего все-таки просто для стиля. Обогрева зоны дворников у нас также нету. Дворники у нас, конечно же, оцинкованы. И мы сейчас можем увидеть, что точно так же, как и в Geely Coolray, в обдуве используются фальш-заглушки с обеих сторон. Очень интересно, как будет работать этот обдув зимой, потому что в первых партиях и до сих пор производитель это не исправил. Правильный наклон обдува. И многие владельцы, так же как и я, делают вот такие вставки для изменения подачи потока воздуха от Liano Market. И этот способ 100% рабочий. И я его могу зарекомендовать, потому что я уже езжу без запотевания порядка, месяц точно, в принципе. И любой перепад температуры теперь это не проблема. Даже если я еду с минимальной скоростью вентилятора обдува. Идем дальше, друзья. Крылья в автомобиле оцинкованные. Лакокрасочное покрытие около 110 микрон. Двери оцинкованы, внешние части 110 микрон, 100 микрон. И, конечно же, этот автомобиль имеет двойной окрас крыши. Стойки оцинкованы. Местами такая покраска, что мой прибор думает немножко, что как будто немного крашено. То есть
это в принципе норма. Самое главное, что стойки оцинкованы. А вот крыша без оцинковки, также с двойным окрасом, и имеет 150 микрон. Так же, как и в принципе первые партии Geely Coolray, но там, насколько я помню, было около 130 микрон. Самое главное, что, опять же, большой плюс, здесь имеются литые рейлинги, не из двух частей, как в моем автомобиле. Напоминаю, в Coolray первого поколения запрещено перевозить грузы на рейлингах. Здесь же я подозреваю, что в принципе допустимая масса должна быть в районе 75 килограмм. Также вы можете видеть вот места крепления рейлинга. Раз, два, три. В моем автомобиле только одно место крепления, и скрытые расположены здесь и вот здесь, на этих заглушках. Поэтому, ну, как по мне, небезопасно транспортировать какие-то габариты. И, конечно же, захват в этом рейлинге намного хуже по сравнению с китайским. Здесь уже более выявленная выемка для того, чтобы зафиксировать багажное крепление. Ну и, конечно же, давайте посмотрим люк. К сожалению, люк здесь обычный, не панорамная крыша, как у меня. Но, друзья, возможно, это и в плюс, потому что здесь я уже менял каркас крыши. Направляющие люка у нас используются пластиковые, вы сейчас их видите на экране. И действительно, они начинают очень сильно вырабатываться, и со временем люк перестает закрываться, либо начинает вибрировать. И вот эту запчасть я поменял по гарантии. Здесь же, друзья, этого элемента отсутствует, и мы можем увидеть алюминиевый каркас, который служит намного дольше по сравнению с пластиковым. Ну и люк, конечно, у нас по конструкции заезжает вниз. Шторка сама у нас ручная, и автоматически она не закрывается. В целом, я думаю, это будет беспроблемная эксплуатация с таким люком. И обратите внимание, как много смазки используется в данном механизме. Китайцы очень хорошо позаботились о надежности данного агрегата. Итак, вернемся к дверям. Двери у нас оцинкованные, в среднем 110 микрон. И, как обычно, проверяем внутреннюю часть двери. Она оцинкована, а вот верхняя часть без оцинковки. Нижняя часть порога 83 микрона оцинкована. Никаких дополнительных декоративных вставок мы здесь не видим. Карпета также нету в автомобиле. Мягкий прорезиненный пластик, так же как и в Geely Coolray первого поколения в комплектации флагшип. Ну и вот такие интересные матовые управления на левой консоли, на левой карте двери. Очень приятно, тактильно. Ну и в целом, в принципе, все очень даже похоже, как и в моем автомобиле первого поколения. Но что у нас поменялось? Теперь мы закрываем и открываем дверь только с этой ручки. Вот эта ручка, которая здесь у нас была, она теперь отсутствует. Ее теперь здесь нету. Если у нас были альтернативные варианты открывать дверь либо таким хватом, либо таким, теперь у нас данного выбора нету, и он остался безальтернативным. Задняя часть двери также около 100-90 микрон. Дополнительного контур-уплотнения нету. Очень крутая пластиковая вставка. Она из грубого металла, так же как и вот эта задняя часть. Тут, конечно, странно стали китайцы экономить. В моем автомобиле такой экономии нету, но, возможно, друзья, это предмаксимальная комплектация. Здесь же в максимальной он у нас немножко прорезиненный и более мягкий материал. Возможно, да, вот так китайцы немножко стали делать более экономично. Также хочу отметить, что сварные швы стали намного приятнее. Теперь у нас нету... Ну, давайте сравним даже вот с сварной шов на Geely Coolray третьего рестайлинга и вот такой сварной шов. Ну, это, в принципе, еще более-менее здесь он показан. Вот здесь это просто ужас, как он сделан. В моем автомобиле мы видим уже вот такую ситуацию, и он сделан действительно ужасно. Поэтому я считаю, что китайцы справляются. Стопора двери работает очень хорошо, четко, имеют всего два положения.
у меня раз, два. Также два положения. В принципе, в этом ничего не поменялось. У переднего водителя и пассажира имеется стопор в 3 положениях. Садиться в автомобиль также удобно. В принципе, даже, мне кажется, еще стало удобнее. Для высоких и больших водителей в этом автомобиле будет очень вполне даже комфортно. Но побольше по посадке немножко попозже. Также, друзья, я хочу вас пригласить в телеграм-чат владельцев Geely Coolray, Coolray Drive Россия. Очень хорошее сообщество, все приятные люди и готовы помочь друг другу в любом совете. Ну и вы, конечно же, в помощи. Поэтому, друзья, ссылочка будет также в описании. Присоединяйтесь. Бак в автомобиле не поменялся. Также 45 литров. Но, как мы все знаем, в автомобиль Geely Coolray первого поколения можно засунуть около 55 литров. У него очень длинная горловина. Здесь я такого эксперимента не проводил. Но хочу сказать, что китайцы до сих пор рекомендуют заливать не ниже 92-го бензина. Хотя само представительство Geely, оно против. И, друзья, очень интересное декоративное решение, которое поменялось в данном автомобиле. Это вот такие декоративные вставки. Это сделано очень удивительно, потому что если мы посмотрим в салон автомобиля, то мы ничего не увидим. Здесь фальш-окошко, и он отсутствует. Ну и, конечно же, вы можете увидеть, что черного потолка в данной комплектации нету. Есть центральный плафон светодиодный, и сделан он очень прикольно. Также ручки с микролифтом, есть крючочек и дополнительный крючочек, который действительно очень спасает, и благодаря нему можно даже какие-нибудь игрушки вешать для вашего маленького ребенка. А вот задняя карта двери мне очень понравилась. Опять матовый soft touch пластик и очень необычная ручка закрытия и открытия двери. Сделано очень элегантно. Также приятная кожа, эко-кожа. И могу сказать, что она намного плотнее, чем в моем автомобиле. То есть, в принципе, она должна быть более износостойкая. Ну и, конечно, вот такая вот лимонная строчка. Ну и акустика Geely. Напоминаю про проблемные места. Они до сих пор остаются. Это арки в автомобиле. Арки сами в автомобиле полностью оцинкованы. 90-100 микрон. Цинк есть. Но со временем от вибраций и дорожной обстановки, пыли, грязи и песка постоянно сюда отхождение этого пластика начинаются вибрации, и он может немножко натирать сам металл кузова. Поэтому, друзья, желательно, если вы приобретаете любой автомобиль марки Geely, будь то это Geely Coolray или Tugela, да и в принципе может быть Manjaro. Manjaro я просто не проверял, но будет еще видео про Manjaro. Обязательно снимайте вот эти части, либо мовильте их, либо дополнительно проклеивайте защитной полиуретановой пленкой, для того, чтобы у вас просто не лопалась краска, как это было в моем автомобиле и есть видео на канале, либо, конечно же, для того, чтобы у вас со временем не образовалась ржавчина. Потому что мы все знаем, что от натираний все-таки все становится не очень хорошо. А теперь, друзья, давайте посмотрим багажник. Мой рост 2 метра. И я могу сказать, что здесь багажник чуть-чуть выше по сравнению с моим автомобилем. Я сейчас вернусь к своему автомобилю, но хочу опять же показать основные моменты. Внутренняя часть крышки багажника, она оцинкована. Привет, Geely Tugela. Крыша, как я и говорил, не оцинкована, 100-110 микрон в этой части. Внутренний проем также без оцинковки, 70 микрон. Петли в автомобиле в задней части багажника не оцинкованы. И, конечно же, друзья, я забыл проверить петли на оцинковку. Они оцинкованы. По дизайну также имеется хром, как и в моем автомобиле, пластиковые вставки, а здесь китайцы стали делать очень приятный матовый резиновый такой уплотнитель. Давайте мы его более детально рассмотрим. Вот он, уплотнитель. Резина с пластиком. Очень приятный. Я думаю, он должен, в принципе, сдерживать все потоки воздуха, потому что, как мы все знаем,
у Coolray одиночные стекла, но при этом в этих частях очень часто мы слышим на скоростях выше 100 км в час завывание ветра. Я думаю, с этим автомобилем здесь такой проблемы не будет, и они наконец-то это исправили на уровне конструктива. И опять же, возвращаясь к багажнику, имеются обычные газовые упоры, бампер выглядит очень элегантно. Ну и основные моменты сейчас я буду показывать вам по сравнению с Geely Coolray первого поколения. Имеется точно такая же шторка, и слева подсветка. Удивительно, что нету розетки, и твердый пластик в багажнике. И сам пол также не имеет оцинковки, как и в моем автомобиле, но у меня есть виброизоляция в этих частях и дополнительный такой пропененный материал виброизоляции. Здесь он отсутствует, но мы видим вот такие кусочки и дополнительная докатка с вот таким интересным органайзером. А полочку сейчас я вам покажу и продемонстрирую в данном автомобиле. Полочка, конечно, просто смех. Мне кажется, они сделали ее более тонкой по сравнению с тем, что было в первом поколении. Теперь я могу точно сказать, что в данном автомобиле нельзя перевести газовый баллон. Эта полочка его просто-напросто не выдержит. Но вы посмотрите толщину. Это просто с чем-то. Но в целом багажник мне нравится, и я могу сказать, что лично для меня это более практичный вариант, потому что здесь имеется пластик. Если вы будете, в принципе, ставить коляску для маленького ребенка, то вы ничего, меньше будет пачкаться, скажем так. Давайте посмотрим мой багажник. В своем автомобиле я поставил сервопривод багажника, он также открывается с ноги. И здесь же мы, конечно же, можем увидеть электрический автомобильный холодильник с объемом 20 литров от компании АВС. И давайте с помощью него мы измерим багажник. То есть, соответственно, вот я его прислонил к спинке. У нас остается вот столько места. И давайте посмотрим, насколько у нас поменялся багажник в Coolray нового поколения. Да, друзья, действительно, он немножко вырос в длину. Сама спинка тоже, может быть, поменялась по наклону. Она также у нас не регулируется. Но, что сразу заметно, в автомобиле вырос багажник. Он стал более глубже. Но, возможно, это опять же из-за того, что немножко изменили нижние части подпольного пространства. Здесь нету никаких ситочек по бокам, нету розетки, как в моем автомобиле. Удивительно, что здесь мы видим и розеточку, и сеточки, и такой мягкий материал, на который просто я уже мучаюсь его очищать от грязных колес коляски. И мы можем увидеть, что пол здесь намного выше по сравнению с полом в новом поколении. Кому-то это будет плюсом, потому что вы выиграете в объеме. Кому-то это будет минус. Например, это для меня, потому что проем сам по себе уменьшился. И погрузочная, и высота погрузки, соответственно, тоже стала меньше. Ну и, друзья, конечно же, электрический автохолодильник. Вы можете увидеть обзор на моем канале и перейти по ссылочке на компанию АВС для того, чтобы более подробно ознакомиться с их продукцией. Итак, мой автомобиль. Я использую детское кресло. Как вы помните, я очень сильно ругаю Geely за то, что нету дополнительных органайзеров для ремней. Я складываю сиденье, и у нас получается практически ровный пол. В принципе, люди с ростом 160-170 сантиметров как-то смогут здесь улечься. Я лично сам здесь не смогу, но переночевать в принципе реально, если вы пьяный и на рыбалке. А здесь же ситуация другая. Очень глубокий вниз багажник, соответственно, и наклон за данной спинки очень высокий. Здесь надо очень сильно нажраться, чтобы заснуть, мне кажется. Поэтому тут будет намного это проблематично, и все-таки, не знаю, друзья, пишите в комментариях сами, что думаете, но я бы тут не смог бы вообще никак переночевать.
Ну и с грузы тут точно будет проблематично перевозить, но это парадокс, конечно, потому что в целом мы получаем чуть-чуть больше объема, но здесь я не смогу перевести холодильник чисто по геометрии, потому что спинка очень сильно наклонена. В моем автомобиле чуть ниже наклон. Ну и грузоподъемность здесь на 75 килограмм больше. Соответственно, на одну тещу можно посадить побольше. Сейчас у нас работает противотуманный задний фонарь. На самом деле он светодиодный. Ну, видно его неплохо. Задняя габаритная линия вместе с тормозом. И задний ход. Он, конечно, у нас очень-очень слабенький по сравнению с первым поколением. Поворотник у нас не имеет динамики, но зато он светодиодный по сравнению с лампочкой накаливания в моем первом поколении. В целом, друзья, напишите, кому как нравится. Оптика нового поколения или же старого, до рестайлинга. Наступила ночь. Geely Coolray Restyling 3. Вот такая картина. У нас нулевое положение. И мой автомобиль Geely Coolray немножко приподнято нулевое положение. И напишите в комментариях, что вы думаете. У кого лучше ближний свет? Ближний свет в рефлекторах, либо в автомобиле с линзой. Сейчас мы включаем. Включай дальний. Так, справа дальний и слева дальний. В принципе, особой разницы я, честно говоря, не вижу по сравнению с... Хотя нет, в принципе, здесь пучок более насыщенный света по сравнению с данным автомобилем. Даже немножко удивительно. И давайте включим противотуманную фару. Передние противотуманные фары для полного сравнения. Ну да, ситуация даже, в принципе, кардинально меняется. В Coolray первого поколения света намного больше именно в ближайшей дистанции к автомобилю. То есть больше мелких объектов вы сможете увидеть именно на дорестайлинговой модели. Ну, а в целом, как светит данный автомобиль в городе, либо на трассе, сможет узнать только владелец новенького Geely Coolray. Restyling 3. Задние фонари. Задний ход, тормоз и противотуманный фонарь. И Geely Coolray Restyling 1. Точнее, Geely Coolray 1 мой автомобиль. Более выявленный задний ход. Светодиоды я уже сам ставил, но сами секции светят намного ярче. Как по мне, больше обилия света. Ну и, конечно, противотуманный фонарь на этом автомобиле Geely Coolray первого поколения имеет обычную лампочку накаливания, но она светит намного ярче, чем эти маленькие 3 светодиода. В целом, также напишите, какой же автомобиль интереснее выглядит в темное время суток. Ну и хочу, конечно же, отметить, что задняя часть оптики на багажнике имеет светодиодную линию и имеется, и она как единственное литое, и она является литым изделием по сравнению с решением дорестайлингового автомобиля, где имеется сабля хромированная, которая очень часто натирала в этих местах, образовалась ржавчина. Здесь же, я думаю, китайцы, они побороли этот момент, и хочу показать, как они его изменили. Сервопривода багажника здесь нету. И, друзья, зазоры стали больше, и это плюс, потому что сейчас вы можете увидеть, что в данном месте, вот тут, вот здесь используются дополнительные мягкие баферы для того, чтобы краска не натирала лакокрасочное покрытие. Но вот тут, я думаю, все-таки возможен брак покраски от китайцев. В верхней части точно так же используется очень хорошая фиксация. Салон, задний ряд автомобиля
имеет вот такую интересную ткань. Мы не будем для вас распаковывать, потому что все-таки автомобиль ждет своего интересного нового владельца, такого же фаната, как и в принципе я, для того, чтобы стать счастливым обладателем. Ну и, конечно, как я говорил, то что ремни зажевываются и ими просто не очень удобно пользоваться. И также при посадке ничего не поменялось. Крупногабаритным людям будет немножко неудобно из-за вот этой части проема. Но, в принципе, все с этим привыкают. Конечно же, наконец-то у нас появилась... Ну и, кстати, друзья, могу сказать однозначно, что в этом автомобиле, учитывая, что здесь нету панорамной крыши, высота крыши намного выше по сравнению с моим автомобилем. Для кого-то это тоже может быть критичнее, причем люк, в принципе, не съедает так много места по сравнению с как панорамная крыша. В автомобиле используется однозонный климат-контроль, но также есть фальш, вторая зона. Для того, чтобы ее активировать, нужно включить средний поток на головном устройстве, и тогда вы будете регулировать с передней части автомобиля климатом для задних пассажиров. Один USB-порт и есть дополнительная секция, очень весьма даже достойная. Задние спинки в автомобиле из эко-кожи, есть кармашки, и это большой плюс, потому что нет никаких дополнительных пластиковых вставок, как делают некоторые другие производители, в том числе и Geely. И это будет, в принципе, вам больше удобнее. Подголовники регулируются только по высоте. Я сейчас поставил коврик от своего автомобиля, и, в принципе, по креплениям он подходит. Это у нас пассажирское сиденье, и, в принципе, по размерам имейте в виду, что коврики будут подходить. Снизу в автомобиле мы видим вот такой вот классный тоннель, дополнительная 12-вольтовая розетка и отсутствие подсветки, друзья. Свет включен? Да, здесь у нас нету подсветки. В первом поколении она есть. Также на салазках мы видим очень хорошее обилие смазки. А теперь, друзья, самый лакомый кусочек. Ржавчина под сиденьем. И она, друзья, отсутствует от слова вовсе. Сам каркас поменялся. Ну и ржавчины, как в официально поставляемых автомобилях, на каркасе сидения нету. Ну и, конечно, под водительским сиденьем тоже проверим для чистоты эксперимента. Тоже все хорошо и никакой ржавчины нету. Я сейчас в салоне нового Geely Coolray на месте пассажира. По поводу своей посадки вы сейчас можете увидеть ситуацию. Ну да, немножко из-за такого люка мне не очень комфортно сидеть. Это сиденье не настраивается. У меня рост 2 метра, и в моем автомобиле у меня панорама, я так не сижу. У меня кресло почему-то с завода установлено чуть ниже. Возможно, это немножко изменили для азиатов. То есть они любят сидеть повыше, потому что у них немножко другой рост. Но мне немножко на фоне пассажира некомфортно. Если у меня будет возить супруга на переднем сиденье, я буду сидеть, мне будет не очень удобно. Бардачок вообще не поменялся, но подсветки я здесь не вижу. Отверстие отверстие для установки освещения, но самого элемента освещения нету. Очень удивительно, странно сделано. Но сам бардачок сделан даже так элегантно. Никакого карпета мы не видим. Жилет. И есть, конечно же, микролифт у бардачка. Но бардачок сам по себе даже немножко иной. Даже если я отодвину нас, это максимум. Да. Это максимум. С ума сойти. Если спинку, чуть-чуть лучше, но ногам не очень, конечно. С одной стороны, можно привыкнуть, друзья. В принципе, можно привыкнуть, но просто я сейчас прямо ощущаю часть поясничной поддержки здесь нету, но мне прямо упирается в поясницу с кресла. Немножко другая фактура, но при этом боковой упор, боковая поддержка сделана очень классно. Итак, у нас есть вот такая часть. Беспроводной зарядки, к сожалению, нету, но в целом, в принципе, даже очень элегантно все выглядит. Вот такие классные вставыши
для того, чтобы вы могли разграничить свои стаканы, которые будете вы привозить. Также есть бокс, и сюда, если у вас разрядится ключ, вы кладете свой ключ для того, чтобы завести автомобиль. И сам подлокотник не регулируется по длине. Качество очень приятное, немножко тоненькая кожа, может быть быстрый износ, но в принципе все можно будет сделать в детейлинге, потому что в Coolray первого поколения она немножко более грубая и более толстая именно на подлокотнике. В самом салоне она не такая. Имеется кнопка паркинга отдельная. Если мы можем сразу в D перейти и R. Через нейтралку. Через нейтралку. То есть два рычага нужно делать. Блин, это минус, но, кстати, классно, что он подсвечивается. Очень круто выглядит. В темноте прям вообще замечательно. Электронный ручник и драйв мод. Комфорт, эко, спорт и адаптив. Он, наверное, начинает считывать информацию за каждые 200 километров и подстраиваться под ваш стиль вождения. Также хочу отметить, что среди всех китайцев у Geely один из лучших глянцевых пластиков. Вот он действительно на самом деле не так сильно царапается, не такой сильно маркий. Из эталонных это Peugeot, там вообще никаких царапин не будет. Здесь же он в принципе царапается, но он немножко покрыт лаком и в принципе он спасает от всех мелких царапин, в отличие от Chery. Это очень немаловажно. Здесь, конечно, мы имеем только однозонный климат-контроль, систему очистки вентиляции. Кстати, я подсветки не вижу в ногах. Подсветки в ногах нет. Странно. Они, получается, обделили подсветку ног по сравнению с нашим автомобилем. Включение аварийки. Звук тоже изменили в самом. Ну и, конечно, вот такая очень крутая приборная панель, но, к сожалению, здесь нужно очень хорошенько изучить китайский язык. В принципе, автомобиль можно локализировать. Все это индивидуально. Есть фирмы, которые занимаются локализацией. При покупке вы будете этот момент обговаривать. Ну, оно интуитивно понятно с одной стороны. Ну, тут настрой. Нет. Это вот у нас получается настройки с флешки. К примеру, там видео, фотки и так далее можно загружать было бы. А это у нас камера, естественно, 360. Ну и, конечно, у нас здесь нету видеорегистратора. Да, видеорегистратора нету, к сожалению. И, кстати, качество камеры хорошее, но из-за того, что тут супер крутой дисплей, видно, что он прям растягивает его на максимально широкоформатно, и кажется, картинка не очень. Но есть как раз мои любимые режимы. Это вот эти вот как раз режимы поребриков, но реализовано качество камеры и герцовка очень хорошее, но качество именно 3D изображения очень странное. То есть оно как-то прям сильно какое-то прям растянуто, да, и мы видим пиксели. То есть, на обычном Coolray это не так сильно заметно, и видно, как будто мы крутим Яндекс Панораму. Да. Как будто эта картинка замедленная, не кажется такой вот прям натуральной. Это активные линии. Вот это я хотел посмотреть. И, конечно же, можно отдельно посмотреть. В принципе, вот в этом режиме даже очень вполне удобно, можно припарковаться и не поцарапать тормозной диск. Из интересных моментов, это опять же у нас обычный светлый потолок, есть подсветка, так же как и в обычных Geely. К сожалению, нету автозатемнения, оно используется обычным ручным методом. Два света бортового. Так, интересно, как у нас реализован свет. Открываем. Открываем, и у нас включается. Ага. Открываем при открытии, у нас включается только передний бортовой свет. Так же, как это, в принципе, сделано и в комплектации флагшип, уже будет у вас и задние лампочки загораться. Здесь вот они пошли таким же методом. Ручка водительская отсутствует, и подсветочка, кстати, есть. Но что я заметил,
немножко в синеву так отдает. То есть немножко светодиод другой температуры по сравнению с Geely Coolray первого поколения. По материалам твердый пластик, удивительно. Здесь уже мягкий прорезиненный пластик. Вот такие интересные воздуховоды. И вот такая интересная декоративная вставка зеленого лимонного цвета. Здесь же ниже у нас располагается пластиковый элемент с обитой эко-кожей серого цвета. Ну и, конечно же, вот такая классная, очень приятная, мне прям очень зашел такой фактурный пластик. Сюда бы прям не хватает подсветки. Прям было бы очень здорово. Два USB порта, ну и, соответственно, по подрулевым лепесткам все осталось так же. Точнее, подрулевых лепестков нету, подрулевые рычаги остались, и они такие же, как и в первом поколении, как Volvo XC40. Ну и жалко, что они оставили эту часть, потому что постоянно, когда ты находишься за рулем и ты хочешь нажать на свой монитор, ты задеваешь и включаешь задний дворник. Это капец как неудобно. Здесь мне нравится, как сделан переход. То есть мы можем увидеть, что это идет из немножко изогнутый дисплей. Такой вот необычным завиванием. И обычно Chery делает это не очень элегантно. Здесь же мы видим вот такой дополнительный пластиковый элемент. И он соединяет два дисплея. И мы не видим, как будто это что-то инородное, как в том же самом Chery. Экран используется из AMOLED. Очень приятный цвет на черном фоне на приборной панели. Ну и в целом мне очень даже зашел такая приборная панель. Но очень интересно, как все-таки он будет показывать себя в светлое время суток под прямыми лучами солнца. Коврик водителя также полностью может совпадать с Geely Coolray первого поколения. Все точно так же у меня получилось засунуть. Давайте покажу вам сиденье. Сиденье выглядит очень интересным. И, кстати, хочу сказать, что подушка сиденья стала намного длиннее по сравнению с тем, что было в моем автомобиле на первом поколении. Здесь, к сожалению, у нас регулировки только ручные. Давайте я присяду. Здесь уже, конечно же, мне сидеть намного комфортнее. Для ног давайте. Да, мне не хватает немножко сиденья назад отодвинуть, к сожалению. Вот прям его не хватает. Оно у нас регулируется по наклону. И, конечно же, друзья, давайте сейчас я вам покажу, что это вы можете увидеть не полностью круглый руль, он немножко овальный. Вот не знаю, вы увидите сейчас более детально, что он немножко уже, чем обычный руль здесь и здесь. У меня он уже идет более круглый, но со скосом снизу. И Geely, конечно же, посмотрели. У них была очень плохая кожа на первых поколениях Geely Coolray. Я ее перешивал. Возможно, они посмотрели мой видеоролик, то, что я их ругал. И они стали делать точно так же перфорацию, как я это сделал в детейлинге. Но они это изменили. Они добавили дополнительный сюда подпальцевый упор, изменили анатомию и добавили анатомию вот здесь. Вот такие косточки. И получилось очень-очень комфортно и приятно держать этот руль. Мы можем увидеть круиз-контроль, лимитер. Здесь адаптивного круиза здесь нету. Ну и, в принципе, все точно так же. Небольшие вставки из алюминия и глянцевый пластик. Здесь, к сожалению, будет очень много скапливаться пыли. Гудок. Ну, похоже, в принципе, как это было изначально на Geely Coolray. Ну и приборная панель, конечно, очень здоровская. Все стеклоподъемники у нас автоматические. Есть обдув для боковых стекол. Зеркала для высоких водителей. Ну, в принципе, нормально. Я бы, конечно, еще повернул бы. То есть я его вижу вот так. Но да, они все-таки, наверное, зеркала адаптируют для российской эксплуатации. Ну и в целом по обдуву, конечно же, очень хочется верить, что они смогли все это исправить. И хоть они
Уверены, что здесь можно слева и справа сделать вот эти заглушки. Надеюсь, что зимой у владельцев не будет никаких проблем с эксплуатацией. Ну и педальный отсек у нас без хромированных вставок. Рулевой вал выглядит таким образом. Ржавчины никакой нету. А также очень радует, что Geely прислушались и сделали мягкую обивку у вот этой части, для того, чтобы вы комфортно ехали на дальняк. В целом посадка немножко для меня непривычная в автомобиле. Но в общем и целом привыкнуть можно. Но, честно говоря, действительно непривычно. Запас для ног очень большой. Если у вас даже 50 размер ноги, вы ни за что цеплять не будете. Не бойтесь, владельцы Geely Tugela. Ну а в целом есть однозначно свои плюсы и минусы. Сидя сам за собой на заднем ряду, в принципе, я упираюсь в сиденье. Но по голове, по высоте, по потолкам мне, в принципе, очень даже комфортно. Ну и посадка в моем автомобиле. Сейчас у меня положение, если я отодвинусь еще назад, то вполне достаточно много места для ног. Но вот я езжу в таком комфортном режиме, и в целом достаточно много места для моих длинных ног. И давайте сразу же окажемся на заднем ряду сидений за собой. И здесь я уже чувствую себя намного комфортнее, так как в новом поколении Geely Coolray мне здесь намного даже комфортнее. Но там, учитывая, что есть обычный люк, а здесь у нас стоит панорама, здесь я уже, конечно, на заднем ряду чувствую дискомфорт в области головы. Поэтому очень удивительно китайцы сделали. Ну, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Лично я хочу сказать, что, в принципе, для людей с ростом до 185 сантиметров в новом Coolray будет довольно-таки хорошо и комфортно. Итак, у нас первая поездка тестового Geely Coolray Restyling 3 BNUE Cool. Поворотничек. Автопарковки в автомобиле нету, я сижу сзади. Сзади в автомобиле у нас балка. Ну, в принципе, да, она жестковатая подвеска и, в принципе, трясет в самом автомобиле. Звук непристегнутого ремня очень, кстати, даже приятный. Не вызывает отвержения. И его, в принципе, наверное, можно отрегулировать. Кстати, идеальный маршрут мы выбрали как раз по этим плитам, чтобы понять именно, как работает подвеска именно сзади. Спереди я понимаю, что она работает, ну, приятно, комфортно же, да, сидеть впереди. Сзади ты только можешь ощутить всю прелесть данной балки. По поводу управляемости, Geely Coolray всегда управлялся замечательно. Очень был всегда динамичным автомобилем и в плане рулежки. Вот со скоростью 35, без сильных ускорений. Вот именно на 30. Вот сейчас будет как раз кочка слева. Ну, собрано работает, но, конечно же, да, она все-таки жесткая подвеска и, ну, в целом, чуть-чуть, наверное, пособраннее, чем у меня в автомобиле. Но в своем автомобиле я ее заднюю балку очень сильно ругаю по комфорту передвижения именно на заднем ряде сидения, если вы являетесь пассажиром. Ну, например, моей супруге не особо нравится подвеска Geely Coolray. Из-за этого мы, в принципе, смотрим в сторону немножко другого автомобиля выше класса. Пробуксовывает наш Бэтмен. Но, в принципе, очень даже достойное торможение в автомобиле. Ну что же, друзья, для вас я сделал замечательное сравнение двух автомобилей. Напишите в комментариях, какому бы вы автомобилю дали предпочтение. Первому поколению, второму поколению, которого мы даже и не видели, был фейслифтинг, либо новое, совершенно новое поколение Geely Coolray Restyling 3 BNUE Cool. Вот в таком замечательном белом цвете, но не с максимальной комплектацией. Конечно же, с максимальной комплектацией автомобиль будет немножко другим. Он называется Let's Battle. Ну и, как по мне, он немножко будет таким более азиатским, потому что вы будете видеть везде эти шильдинги Let's Battle. Ну и, в принципе,
везде есть свои плюсы и минусы по комплектации. В целом автомобиль мне понравился, но самый большой вопрос, который для меня стал открытием, это удивительный багажник, который стал, как по моим ощущениям, хуже. Это эргономика для задних пассажиров, ну и, конечно же, для водителя и переднего пассажира. Как по мне, человеку с ростом 2 метра и весом 110 килограмм стало немножко теснее. Ну и, конечно же, задняя подпол, именно крышка подпола меня просто убила. Она совершенно тонкая по сравнению даже с моим автомобилем, который я просто и так хаял за эту крышечку. Но теперь все-таки я понимаю, что может быть даже куда и хуже. В целом, друзья, я могу советовать данный автомобиль к покупке. Да, сейчас есть два замечательных автомобиля в белом цвете с абсолютно одинаковыми комплектациями. Ссылочки будут в описании на компанию, которая занимается продажей данных автомобилей и привозом новых автомобилей под заказ. Друзья, спасибо большое за просмотр этого ролика. Всем огромной удачи, здоровья и пока. Dun, dun.